Друзья, всем привет, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 13 ноября, вылетаю из аэропорта Элисты в город Сочи авиакомпании Red Wings. Вылет должен был состояться в 9 часов, но вчера пришло сообщение о переносе на 11:50, а сегодня вообще на 13 часов перенос и без сообщения. То есть итого задержка составила 3 часа. Сейчас в Элисте погода более-менее неплохая, плюс 25 градусов, дует ветерок, может вы его слышите. Изучим аэропортовую площадь. Соответственно, пассажиры уже начинают приезжать, а те, у кого должна была быть пересадка, те на нее уже опоздали дальше из Сочи куда-то. Сюда можно добраться только на такси, оно стоит рублей 400 у одного оператора, у другого более 500. Но также сюда еще ходит один рейс, если я не ошибаюсь, автобусный рейс. Он сюда приезжает, по-моему, в 2 часа и потом уезжает обратно. Ну, для чего он, я не знаю. Сейчас посмотрим аэропортовую площадь. Аэропортовая площадь здесь как бы зеленая, но она совсем не приспособлена для отдыха, то есть ничего нет. Вот здесь какая-то конструкция возводится, но что это будет, неизвестно. То есть здесь совсем не хватает скамеек, каких-то скульптурок, которых очень много в Элисте. Но по сути это было бы началом знакомства с городом и с калмыцкой культурой. Но ничего такого нет. Даже вы видите терминал совершенно прямоугольный. То есть что ожидать от Калмыкии и Элисты, непонятно. Поэтому было бы неплохо все-таки здесь иметь скамейки, скульптуры и что-то такое национальное. Остается час 45 до вылета. В принципе, аэропорт можно снять с одной точки. 4 стойки регистрации, сразу 2 из них отданы под наш рейс в Сочи, который должен был вылететь как бы еще в 10 часов, потом в 11:50. Сегодня кроме этого рейса больше ничего нет. Дальше вы видите, послезавтра только прилет будет, ну и вылет соответственно. То есть, видимо, завтра аэропорт не работает. А здесь у нас, вернее, у них кофемат, автомат по продаже напитков и закусок. Банкомат. Там комната матери и ребенка, медпункт, туалет, мужской, женский, для инвалидов. Навигация желтая, в принципе, понятная. Здесь упаковка багажа. Банкомат Сбербанка. Немного сидений. И тут нет явно обозначенных розеток для зарядки. Поэтому их нужно искать. Ну и отдельных зарядных станций нет. Здесь есть второй этаж. Поднимаемся по лестнице. Там представительство Аэрофлота, вы видите. Здесь можно отдохнуть, посидеть. Тоже навигация. Пункт питания небольшой. Давайте посмотрим по ценам. Места для сидения, но здесь я вообще розеток не вижу. Здесь вообще пустое пространство, может оно со временем будет заполняться, но хотя бы, например, какую-то выставку картин, например, можно здесь сделать. Стены достаточно пустые, можно было на них что-то нарисовать калмыцкое. То есть внутри, вот лично для меня, аэропорт, терминал ничего калмыцкого не отражает.
взлетном поле самолетов нет. Вот только один вертолет стоит. И все, ждем наш самолет Red Wings. Вот такой приветливый народ здесь. Все-таки на втором этаже случайно нашел двойную розетку. Но розетка здесь никак не обозначена, надо самим искать. В аэропорту как бы есть Wi-Fi, но после нескольких безуспешных попыток так и не удалось к нему подключиться. Соответственно, не знаю, работает ли он и какая у него скорость. В терминале обновление было год назад, поэтому туалеты здесь тоже обновлены и в отличном состоянии. Накопитель вот такой маленький. Одна часть. И вторая часть с расслабляющими креслами. И тут еще, видимо, пункт питания небольшой. Здесь обнаружился бизнес-зал. И вот в эту, можно сказать, неприметную дверь можно пройти и увидеть еще один, второй накопитель. И еще немного дальше можно пройти третий. Вот раздавали воду пассажирам задержанного рейса. Воду выдают, напоминаю, при задержке более чем на 2 часа. Во втором накопителе нашел еще пару розеток. Там и там. Розетки, конечно, надо бы обозначить. Ну и поставить зарядные станции. The overhead bin and must exit out before taxiing. All emergency exits, aisles and vacant seats must be free of any luggage. Авиакомпания «Развинск» рада приветствовать вас на борту самолета «Суперджет», вылетающего по маршруту Элиста в Сочи. Время в пути составит 1 час. Я и моя коллега Севилья сделаем все возможное, чтобы наш полет вам понравился. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран.
Желаю вам приятного полета. Ladies and gentlemen, our plane is ready for takeoff. Please make sure that your seatbelts are fastened and tightened. Your backrest is upright and tray table is stowed. Enjoy your flight. В посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и туго затянуты. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our plane is ready for landing. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в Сочи. Местное время 14 часов 15 минут. Температура воздуха плюс 25 градусов. Мы благодарим вас за полет своей компании «Родник» и всегда будем на нашей встрече с вами. Желаем вам хорошего дня. Ladies and gentlemen, our flight has just landed in Sochi Airport. The local time is 14:06 p.m. The temperature is 25 degrees above zero. Thank you for flying with our British Airlines. We look forward to see you again. Have a nice day. До свидания. Ой, здесь прям очень жарко, так влажно. Такой климат жаркий.
Убедительно просим пользоваться услугами, включая специальную 945 авиакомпании «Смарт Авиа», Санкт-Петербург, Сочи. Безопасность и разрешение границ. Мне кажется, появилась новая приветственная надпись. По крайней мере, я ее не помню, чтобы она здесь была. Друзья прилетели в Сочи на 3 часа позже от расписания, по которому изначально был приобретен билет. Но долетели неплохо. К сожалению, иллюминатор был грязный, поэтому я не все снял. Фокусировка не получалась. Ну и несмотря на то, что я сидел не возле иллюминатора, все равно можно было бы снять, если бы не грязное стекло. Еще какой-то шум был посторонний, ну или это не посторонний шум был. В общем, вы слышали. И запомните на этом типе воздушного судна, конкретно на этом самолете. Аэропорт Сочи встретил очень сильной жарой, 26 градусов всего лишь, но очень жарко. Я даже взмок, вы видите, может быть. И аэропорт Элисты, ну, надо сказать, что у меня были эксклюзивные съемки, потому что аэропорт сейчас не очень расположен к съемкам, поэтому можно сказать, что эксклюзивные съемки, друзья, и вы видели аэропорт Элисты. Свои мысли по нему я высказал в самом начале. Посмотрите, если вы пропустили
Ну и чтобы вообще не пропускать, нужно подписаться на мой телеграм-канал. Там я выкладываю виды городов, из которых потом впоследствии будут обзоры. Ну и в инстаграме тоже. Поэтому я аэропорту Элисты ставлю 5 за клиент-ориентированность. Всем спасибо, что посмотрели. Хорошей летней погоды и немного прохлады вам, друзья. Всем пока!